Переходим мы ко второму вопросу сегодняшней нашей программы, который мы хотели бы обсудить. Это отчет оценочной полевой миссии по оккупированным территориям Азербайджана. Это группа ОБСЕ, которая закончила этот мониторинг, сделала вот этот отчет, он совсем недавно опубликован. Я бы хотел, Исмаил Ильич, к вам обратиться сейчас. Вообще, что это за отчет, насколько он вообще важен и где вот он будет заслушиваться, и вообще будут ли какие-то практические выводы из этого отчета? Конечно же, он очень важен. Важен в каком отношении? Одно дело, когда азербайджанская страна или армянская страна говорит, что на этих территориях происходит, этому можно как-то относиться и доверием, и сомнением. Но когда не просто нейтральная страна, а страна, которая именно занимается регулированием Нагорно-Карабахского конфликта, и если комиссия приходит и мониторит, что на территориях происходит, конечно, это очень важно. Вот на сегодняшний день я считаю, что уже эта истина она установлена, и, к сожалению, она печальна, потому что если мы прочитаем вот то, что написано, понятно, что население, которое живет на этой завоеванной территории, его очень мало. Во-вторых, в этих территориях на самом деле больше разрухи, ничего нового чисто в экономическом плане развития нет. Более того, на той территории живущее армянское население чисто по правовому вопросу многие не имеют паспорта, документы. С другой стороны, уровень жизни очень низкий. И отсюда можно делать выводы, что существующий конфликт, он не выгоден. Он не выгоден ни какой стране. Вот этот вот отчет, он приведет к какому-то там новой дискуссии в ОБСЕ, или когда он будет представлен, он ляжет в основу там каких-то решений, или это вот просто отчет для того, чтобы зафиксировать то положение, которое сейчас существует? В названии все понятно. Оценочная миссия. То есть, по сути дела, задача ее заключалась в том, чтобы зафиксировать реальную картину существующего положения вещей в этих районах. Этот отчет он будет представлен и руководству ОБСЕ, и тем структурам, которые внутри ОБСЕ, а председателем сейчас организации это является Литва, готовят повестку дня для разработки программ дальнейшего регулирования конфликтов на Южном Кавказе, не только Нагорно-Карабахского, но и Абхазского, Южно-Осетинского. Но поскольку саммит в прошлом году прошел, и вероятность того, что, понятное дело, ни платформы, ни программы для проведения нового нет, этот документ скорее ляжет в основу дальнейшего развития переговорного процесса при посредничестве Минской группы. Теперь у Азербайджана есть определенный козырь для того, чтобы, поскольку довольно мрачная картина из отчета проистекает, есть козырь для того, чтобы в рамках переговоров заявлять о том, что наша позиция о оккупированных территориях подкрепляется данными независимого мониторинга. Но для каких-то глобальных решений или давления ОБСЕ на Ереван с точки зрения уступок, я думаю, что нет. Это рабочий документ, который большого, кроме информационной составляющей, большого влияния на ход переговорного процесса не окажет, скорее всего. Помимо России, кто еще большую активность проявляет в регулировании Нагорного Карабаха? Сейчас, после того, как в Баку прибыл новый посол Мэтью Брайза, совершенно очевидно, что, судя по всему, США будет пытаться вернуть потерянную за последний год-полтора инициативу регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. И любопытная деталь, что когда Брайза заявлял журналистам в Баку о готовящейся встрече в Сочи, он не упомянул, что эта встреча проводится в присутствии президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. В Сочи встретятся, президенты Армении и Азербайджана. Оговорка по Фрейду, потому что, в общем, задача Брайза, как я понимаю, у него жена турчанка, и поэтому азербайджанской элите к нему относятся с большим таким пониманием, и он рассматривается некоторыми как лоббист
едва ли не интересов Баку на капиталистском холме, хотя на самом деле это абсолютно не так, его лоббистские возможности не очень велики. Вот, но его задача в том числе показать, что нет, Россия не единственный серьезный посредник. Тут есть и какие предложения его Вашингтона. Какие? Посмотрим, пока как раз это загадка для большинства экспертов. Ну, вообще, Мэтью Брайс, человек, который на Кавказе бывает часто, он долго в Грузии работал. Другое дело, какие там результаты этой работы, это уже другой вопрос. Но... Результаты налицо. Да, на лице Мэтью Брайса. Исмаил Ильич, к вам вопрос тогда, уже завершающий там вот эту часть нашей программы, этот вопрос. Все-таки какие перспективы дальнейшие переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном? Все ведь ждали в свое время какого-то прорыва, когда там вмешалась Турция, когда велись разговоры об возможном открытии границ между Арменией и Турцией. Многие эксперты предполагали, что за этим последуют какие-то уступки Армении по Нагорному Карабаху. И скажу больше даже, я вот примерно в это же время там был в Грузии, и все были в Грузии уверены, что на самом деле договоренность уже есть, и там связывали это с газопроводом, который пройдет по территории Армении и так далее, и так далее. То есть, ну, таких разных версий было много. Все-таки, на ваш взгляд, какова перспектива вот этого развития этих процессов? Вы знаете, за недолгие годы моей жизни, все-таки человеческая жизнь, она не очень-то большая, вот такой метаморфозы, как вот конфликты, которые происходят на Южном Кавказе, ну, больше не видел и, наверное, больше не удивлялся. Потому что создана целая инфраструктура уже в мировом уровне, которая кормится из этих конфликтов. И они ни в коем случае, я не хочу здесь, хочу быть более деликатным, как вы назвали здесь различные фамилии, вот и даже и эти люди участвовали в этом. И все эти комиссии ОБСЕ и так далее, и так далее. Вы знаете, целая инфраструктура создана, и она намного крупнее, чем вот эти страны и население, которые намного влиятельнее. И она кормится от этих конфликтов. В экономическом плане это, и в политическом плане, и те страны, которые здесь имеют определенное влияние, тоже хотят, опять-таки, как рычаг давления использовать. Поэтому, когда мне говорят, что, когда я слышу, что только прямые договоры или переговоры, извините, между Азербайджаном и Арменией приведет к решению этого вопроса, вы знаете, мне кажется, что мне рассказывают про Деда Мороза, который придет и принесет подарки. Не азербайджанский народ и не армянский народ с самого начала разрабатывал эти проекты. Эти проекты были не локальными с самого начала. Они не носили локальный характер. И вот здесь не только от воли азербайджанского армянского народа будет этот вопрос зависеть. Этот вопрос будет зависеть в первую очередь от той инфраструктуры, которая будет противовесом той инфраструктуры, которая кормится от этого. И настолько будут причины серьезными для них, я имею в виду на мировом уровне, чтобы решить этот вопрос. Вот тогда, может быть, этот вопрос решится. А сейчас все эти переговоры, к сожалению, мы видим не первый год, и народ понимает, что она не продвигается со своего места. Люди приезжают и хорошо встречают и в Армении, и там, и в другом месте пишут отчеты, за это получают зарплату, в СМИ выступают эксперты, говорят руководители государств, но проблема остается тем, и вот этот мониторинг показывает, что земли тоже остаются такими, как они говорят, сожженными, и население там живет на том уровне, в котором живут.